Я приветствую вас, мои дорогие тельцы, на канале Астро Инспирационы. Таро расклад, прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 1 по 10 января 2025 года. Узнай будущее. Вот давайте узнаем с вами будущее, подсказки карт, каковы события ближайших дней, что вас ждет в ближайшее время, что изменит, может быть, ваши планы, или события, которые окажут влияние на вашу жизнь. Может быть, и передумать что-то придется, кто знает. И у нас сегодня две колоды в нашем традиционном раскладе. Первая колода – карты Ленорман. И мы не будем предвосхищать события, мы просто позволим картам провести нас той цепочкой предполагаемых дел, когда может быть, то, что приходит из разряда неожиданного как раз в нашу жизнь. Перевернулась карта крысы. Увы, значит, есть либо ваше кому-то недоверие, либо вы столкнулись с каким-то подвохом, может быть. Или вы недавно получили событие, когда вы понимаете, я могу, к примеру, да, или мог очень долго заниматься каким-то проектом, но в конечном итоге какая-то, ну, как третья сторона, или то, что вы не могли просчитать, или конкретно это, может быть, было связано с человеком, или с какими-то людьми, группой людей, которые вас подводят, и эти самые планы, они либо вы вынуждены менять, либо у вас идет пересмотр какой-то своей дальнейшей деятельности или своего собственного положения. Вы можете и конкретному человеку не верить, потому что, ну, как будто чувствуете недосказанность или какую-то фальшь. Но есть карта крысы, она перевернулась, я не сама достала эту карту, и в целом, значит, мы можем сказать, что карта вас хочет предупредить. Телец, держи руку на пульсе. Не доверяйся чересчур. Будь где-то более внимательным. Слушай свою интуицию. Кстати, я должна сказать, что вас судьба, мои дорогие тельцы, в январе будет пытаться провести по наиболее удачному фарватеру. Поэтому самому что-то активизировать или ускорять какой-то процесс нет смысла, потому что все равно все сложится в каком-то своем ключе. А вот осторожному быть определенно стоит. Поэтому примите во внимание, что, может быть, и не все золото, что блестит, и, да и люди, если они нам транслируют какую-то свою лояльность, но нужно все же дать время этому человеку или себе дать время его лучше узнать. Пусть он проявится как-то, прежде чем кому-то довериться полностью. Будьте аккуратными и осторожными. Ну вот почему-то так. Может быть, это какая-то история, когда вас человек уже подводил, или был какой-то очень неприятный случай, и теперь в эти 10 дней у вас будет какая-то активность в отношении вас, этого человека, а то и взаимодействие конкретно с этой персоной. И тогда вы сами уже будете настороже. Ну, давайте мы 4 карты достанем и посмотрим, что же за события ближайшего будущего для вас, мои дорогие тельцы. С чем это будет связано в первые 10 дней января. И достанем на картах Таро неожиданность. Так будет называться карта первая. Что же в неожиданностях у вас в первые 10 дней? И в чем ваша сила? В чем ваш приоритет? Что вам в руки идет, будем говорить так. По основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. У кого-то документы, у кого-то учеба. Энергия денег смотрим. И личная жизнь. Что нам скажут карты? А также карту совет, которую откроем в самом конце. Любопытно. А ведь правда, когда выпадает аркан книга, это как что-то неизвестное мы должны изучить. У кого-то банально, может быть, вы готовитесь к экзамену и будете изучать, и сдавать экзамены. Но у кого-то, может быть, как на пороге перемен вы стоите, и вы еще пока не знаете, как дальше сложатся события, разовьются.
Или потому что вот эти крысы, вас кто-то подвел в недавнем прошлом, и вы понимаете, мне сейчас нужно перестроиться. А как перестроиться, пока тоже непонятно. Словно есть какая-то данность, тема, и она за 7 печатями пока для вас. Вы можете выбирать направление даже, кстати, в эти 10 дней. И я могу сказать так. Вы сами будете осторожничать, мои дорогие тельцы, потому что первое, правда, есть момент кому-то недоверия. Второе, я не знаю, куда идти. Вот какое-то замешательство, как ни странно, у вас может быть в первые 10 дней января. Тогда нужно что-то изучить. И знаете, когда выпадает аркан книга, это может быть дела, которые касаются документов или каких-то важных бумаг. Иногда по книге мы изучаем что-либо для того, чтобы увеличить наш финансовый доход. Мы пока еще не знаем, где, словно, больше сможем заработать, к примеру, да, или мы чувствуем, что нам необходимо себя как бы наполнить той информацией, которая нам поможет зарабатывать деньги. То есть финансовая какая-то составляющая часто проходит по аркану книга или по аркану письмо, потому что денег, в принципе, такой карты в Ленорман нет. Но вот это изучение, оно стоит для чего? Не просто ради какой-то идеи, а для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. То есть какое-то внимание, оно будет вами проявлено именно к тем вопросам, которые теперь еще пока не выяснены, не определены. Или это будет связано с конкретным человеком, как по аркану крысы, когда был уже какой-то не самый приятный случай. Ладно, давайте откроем вторую карту. Ну вот продолжает тема. Правда, вы чувствуете какой-то подвох, обман, или вы допускаете то, что с вами просто могут быть нечестными. И нам ведь не говорят, кстати, в какой сфере личной жизни, или это какая-то история по работе. Может быть, вы столкнулись с тем, что на работе, к примеру, вам обещали одни какие-то выплаты, заработки, и было много красивых разговоров, а по факту то, что вы получили, вас совершенно не устраивает. Может быть, история, когда вам кто-то обещал помощь или содействие и тоже подвел. С чем это может быть связано, как крысы, так и лиса? Продолжает тему пятерка мечей, первая победа. Вроде победа есть, вроде помощь есть. Или есть какие-то контакты, может быть, есть какие-то партнерские отношения в разных областях, сферах жизни. Но нет взаимопонимания. Это та победа, когда мы вроде бы кому-то что-то доказали. И вроде бы даже победу мы успели прочувствовать, но в конечном итоге она нам радости не принесла. Есть какой-то словно деструктивный момент, который вам не дает возможности как и расслабиться, так и, ну, даже я не скажу успокоиться, потому что тут наоборот, вам приходится себя где-то, ну, как брать в ежовые рукавицы, можно сказать и так. Реальность сама такова, что тут не расслабишься вообще ни разу. Тут и как внимательному нужно быть к вашему окружению, к вашему социуму. Может быть, где-то по части родственников каких-то далеких или друзей. Я такое тоже могу допустить. Так и что-то изучать. Есть какая-то сфера, стезя или какой-то ваш путь, или вам приходится кардинально как-то менять планы, мои дорогие тельцы, а вы даже не собирались в этом направлении двигаться. Тут, правда, какие-то могут быть перемены, и одновременно вы можете чувствовать, что да я вообще никому не верю. Вот какие-то такие события могут быть. С чем это может быть еще связано? Вот с конкретным человеком. Вы можете сомневаться, что вы, например, оформите какую-то важную бумагу у чиновника. Вам мог и чиновник что-то пообещать, но вы скорее будете чувствовать интуитивно, обостренно даже, что он-то мне говорит, например, да, вот как прообраз чиновника, карта император проигрывается иногда, но я чувствую, что его слова, они только могут остаться на уровне слов, что он ничего не сделает. Или конкретный человек, который тоже вам какие-то обещания дает, и вы все равно интуитивно чувствуете, и еще раз я могу остаться один на один с какой-то проблемой. Или подобная история в вашей жизни уже была. Вы не верите никому.
ни, я бы сказала, ближайшему окружению, ни какому-то далекому окружению. Вот так встречает Новый год, точнее не Новый год, а первые 10 дней, по крайней мере, те карты, которые нам выпали, и перевернулись сами. Телец, у вас, мои дорогие тельцы, планы как раз грандиозные, наполеоновские, я бы даже сказала, с учетом аркана император. Но вокруг вас обстановка, вы чувствуете, или кто-то может чувствовать как раз более враждебно. Я бы даже сказала так. То, что вам говорят в глаза, оно очень красиво и лояльно. Но то, что чувствуете вы интуитивно, это прямо противоположно тому, что вам пытаются продемонстрировать. И вы в результате никому не верите. Ни императорам, ни каким-то пафосным личностям, может быть, и даже тем, которые как раз проявляют к вам больше какой-то лояльности или говорят вам комплименты. Ну, наверное, в этом случае вы вообще не будете верить. Вот интересно, а почему так? Совершенно неожиданно такой расклад для вас. Что же это такое еще? Вы сами рыцарь жезлов, вы готовы к неожиданностям. Вы готовы продолжить какой-то путь и понимаете, что я единственное, в чем могу быть уверенным, что ни в чем уверенным быть нельзя. Вот такие первые 10 дней. Давайте пойдем дальше. Откроем третью карту. И тем не менее, карта Солнца. Вот интересно. Интересно очень у вас расклад, мои дорогие тельцы. Понятно, что по аркану Солнца это сбываются наши мечты. Здесь может, если мы немножко так планетарно посмотрим, и я сказала, позвольте судьбе провести вас по наиболее удобному фарватеру. Но правда тут может что-то меняться резко. Это может быть связано у кого-то и с системой ценностей даже ваших, или вашими планами, которые вообще кардинально приходится пересматривать. Может быть, у кого-то вы не собирались куда-то ехать, переезжать, или заниматься теми вопросами, которыми вам придется как раз заниматься в первые 10 дней января. Вы сами внутренне будете очень сосредоточены. Именно потому, что то, что планировали, может быть, еще месяц назад, ну или какое-то количество времени тому назад, оно здесь идет совершенно в другом ключе. Но несмотря на какую-то сложность, несмотря на вашу обостренную интуицию, вы пока еще можете не видеть того, что какой-то вопрос у вас решится очень хорошо. А может быть, где-то и нужно быть таким настороженно внимательным, чтобы вот это самое солнце и не упустить. Обдумайте этот тонкий нюанс. И звезды. Звезды – это как марафонский забег лет на 10-20, как по Плутону. У нас Плутон в Водолее буквально недавно. И обещает нам, как и новый вкус свободы, новые возможности. И что-то даже из разряда того, о чем мы могли только мечтать, мои дорогие арканы Солнца. Здесь у вас какая-то история или возможность, или какие-то события могут складываться таким образом, что вас могут, как небесные силы, небесная канцелярия, вести по очень узкому коридору развития событий, как будто ни вправо, ни влево. Либо вы можете чувствовать, вокруг одни враги или я никому не верю. И тем не менее, выхода как будто нет. Вы должны на что-то согласиться или принять во внимание, что на данный период времени есть только один вариант ваших действий. Это так сужает ваш фарватер, сама судьба, но вы пока не видите этого солнца в конце вот этого фарватера. Более того, это солнце будет, это карта радости, счастья, нового качества жизни. И вместе с тем, это не только на 6-8 месяцев, это просто карта говорит, что перед тобой откроется как раз, это как словно, ну, знаете, какая-то возможность, которую мы не ждали. Да, мы где-то стали за это время более колючие, холодные, рациональные, расчетливые где-то, а перед нами не только перспективы открываются, а еще и продолжение какое-то доброе следует на долгий период времени. Для кого-то из вас приход вашей популярности, возможность реализовать
свой бизнес как-то по-другому перестроить, или построение карьеры, или личную жизнь изменить. Посмотрите, какие две карты шикарные. Но вы-то находитесь на начало января совершенно в противоположных энергиях. Но, может быть, именно для вас и необходимо быть таким настороженным, внимательным, повторюсь в очередной раз, чтобы чего-то не упустить. Неожиданности. Давайте откроем карту. И у вас может быть такой период, когда вы вынуждены что-то ждать. И вот за время этого ожидания может много пройти, или вам может показаться, что слишком долго тянется время. Хотя планетарно у вас как раз может январь месяц начаться буквально с первых дней, когда придется много работать. Но тем не менее есть какая-то тема, которую вы ускорить не можете. Может быть, вы по поводу ее как раз и переживаете или узнаете, каким образом оформить какой-то документ или для себя открыть какую-то возможность. Может быть, для кого-то из вас вы изучаете языки, у кого-то из вас меняется в личной жизни. Все же королева кубков – это карта любящего человека тоже. И если мы говорим об интуиции, в неожиданностях, вам тут интуиция будет давать правильные подсказки. В целом, это не совсем неожиданность. Здесь, скорее всего, вы могли уже предполагать, что могут быть события в таком ключе, могут разворачиваться. Или вы могли предполагать, что, или вы даже могли мечтать, я бы сказала, чтобы что-то сложилось для вас со знаком плюс. Но получается такой парадокс на начало января. С одной стороны, это вы никому не верите, это вы вот словно ждете какого-то подвоха, потому что в предыдущий период, может быть, совсем недавний, словно был какое-то перепрыгивание каких-то препятствий, барьеров, и еще это было какое-то недавнее, может быть, предательство у кого-то так, когда вы столкнулись с нечестностью человека, или когда человеку ничего не стоило пообещать, а потом не выполнить, или как-то некрасиво поступить в отношении вас. И теперь, словно судьба, вас может испытывать заново, давая вам какую-то вроде бы и возможность, но и в то же время вам приходится пройти через какое-то ожидание. Вы не можете какое-либо дело, которое для вас очень важно, ускорить. И это где-то может вызывать досаду. Это может быть для вас как неожиданность. Может быть, вы известие какое-то получите от чиновника, или смотря что вы будете решать, или, может быть, известие от конкретного человека в зависимости от того, что вы хотите осуществить. Но все равно карта Солнца выпадает, поэтому какая-то обстановка у вас, и я так думаю, пусть это где-то ближе к концу декады 1 января у вас будет проясняться, это точно. Давайте мы с вами посмотрим, в чем же ваша сила, в чем ваш успех. Идти вперед, мои дорогие. Даже если идти вперед в одиночку, продвигать какой-то свой проект. Для людей творческих у вас может, как знаете, какое-то новое вдохновение появиться. Или вас может что-то так заинтересовать, мои дорогие тельцы, что вы отдадите предпочтение и будете что-то новое изучать. По нулевому аркану, и у нас в этой колоде карт, у нас удивительный шут. Он жонглирует всем зодиаком. По сути, это как хаос перед началом творения, точно. И вот этот хаос вы должны выстроить, мои дорогие тельцы, в какой-то очень последовательный, красивый узор. Вам возможность новая будет дана. Вы можете написать, как перевернуть новую страницу жизни. Да, может быть и страшно. Может быть, кто-то из вас будет анализировать предыдущий период и думать, а не обманут ли меня снова? А не получится ли снова какая-то ситуация некрасивая, которая уже сложилась когда-то прежде? Мне нужно быть осторожному. Так вот, осторожному, конечно, по нулевому аркану быть определенно стоит. Мы не должны замечтаться. Вот, пожалуй, это будет главное. Но сила ваша в том, что вы принимаете что-то иррациональное в свою жизнь. Дела, работа, бизнес, колесо фортуны. И все то, что я сказала. В этой колоде карт колесо фортуны – это та карта, которая символизирует в последующем какой-то успех. И вот, может быть, первые шаги вы будете делать в эти 10 дней. Или пусть это будет один какой-то шаг. По колесу фортуны мы на что-то вынуждены соглашаться, правда?
или пройти по тому фарватеру узкому судьбы, который судьба нам как раз и раскрывает, как будто другого не остается. Мы не можем поставить что-то на паузу и не можем от чего-то отказаться. Или мы не можем где-то ослабить нашу хватку в хорошем смысле, потому что этот штурвал, колесо судьбы, мы должны держать крепко в наших руках. Помните, что жизнь нам не дает возможности до бесконечности. И вот из того, что вам может быть как полезным, или то, что можно развить для себя самого или самой в последующем, может быть, 10, 20 даже лет. Какое-то начинание может прийти именно в эти первые 10 дней января. Будет что-то важное стоять, и вам это важно не упустить. Сама по себе фортуна, удача, счастье, какой-то удобный момент. Или мы говорим, не было бы счастья, да несчастье помогло. Может быть, даже так, пусть не у всех, но у кого-то это проиграется. Потому что все карты не говорят, опять же, в какой сфере жизни. Ну да, дела, работа, бизнес, у кого-то и через работу. Но вверху у нас королева кубков, и я могу предположить, что у вас будут перемены во всех сферах жизни. Но какая-то одна из этих сфер, она будет в приоритете, а в последующем все остальные словно подтянутся за ней. Тут качество жизни у вас меняется, мои дорогие тельцы. Деньги. Еще один старший аркан – справедливость. Я должна сказать, что мы поступаем по закону. Эта карта говорит, если она выпадает знаком зодиака, то это обязательно нужно учитывать, что какие-то важные документы, они должны быть не просто на уровне обещаний, они все-таки должны быть подписаны через документы. И тогда буквально вас закон бережет. Вы сами должны быть где-то дипломатом, это еще и внутренний баланс тоже. Но еще иногда идет причина и следствие по этой карте, как аукнется, так и откликнется. И вполне вероятно, если вы что-то, мои дорогие тельцы, сделали прежде хорошо, скорее всего, пространство, Вселенная, пусть через помощь других людей, руками других людей, вам возвращает какую-то поддержку, и вы тоже не можете от этого отказаться. Или как-то так складываются события. Но, опять же, если у нас есть какая-то брешь, или что-то мы сделали, ошиблись, сделали не очень правильно, значит, есть и вопросы по части финансов, с которыми тоже нам, может, придется разбираться. Или проводить какой-то баланс. Ну, у кого-то может проиграться банально, когда вы готовите какую-то финансовую отчетность в конце года, или вы уже готовитесь к налоговым, к тем, которые вам придется проплаты делать. Здесь у каждого по-своему. У кого-то согласования в банках будут проведены. Но и, опять же, есть какая-то, ведь карта справедливости – это всегда карта честности с самим собой. Но я тогда хочу сказать, вверху у нас нулевой аркан. У вас должно быть все прозрачно по финансам. И если это касается вопросов, допустим, с вашим работодателем, значит, нужно на берегу не только проговорить, а может быть и прописать. Если же есть эта составляющая в партнерских отношениях, неважно каких, там тоже должно быть, ну, как-то откровенно произнесена либо сумма, либо ваши приоритеты, они должны быть оговорены. Помните, есть такая хорошая поговорка: чем чище счет, тем дольше дружба. На деньги аркан справедливости. Я думаю именно об этом. Личная жизнь. Я надеюсь, все правильно понимают, мои дорогие тельцы. Ну, правда, у вас тут как меняется парадигма вашей жизни в первые 10 дней января. Значит, тут и какие-то важные новости придут, но и осуществится для вас что-то значимое. И прощение с прошлым, по сути дела. Я надеюсь, все правильно понимают, 13-й аркан. Смерть – это не про смерть, а это про нашу трансформацию. Трансформация в личной жизни, трансформация в финансах, трансформация и дела, работа, бизнес. Все, по сути дела, сферы сейчас у вас меняются. Как я сказала, одна какая-то будет в приоритете. Тут у каждого по-своему. У кого-то, может быть, в личной жизни заканчивается ожидание, и вы переводите отношения на новый уровень. Или для кого-то из вас
Мы все разные, и люди меня смотрят из разных стран. У кого-то могут быть вопросы, связанные с оформлением наследства. У кого-то такое тоже я могу предположить. Может быть, по этому аркану и ваше личное творчество, которое, или ваше дело, ваш бизнес, который с учетом каких-то внешних событий, ведь все же личная жизнь – это не обязательно про любовь. Личные наши дела, или, может быть, вы креативите, что-то создаете. Это ведь тоже хороший задел вашей жизни и большое количество времени. Это ваше детище, и вы не можете спать спокойно, допустим, если там что-то барахлит или какие-то вопросы не увязываются никак, не складываются, как бы вам хотелось. И поэтому перестроить себя приходится по этой карте. Словно жизнь с чистого листа написать. И это потребует от вас и внутренней силы, но и внимания к деталям, которые во внешних событиях вокруг вас существуют. Вам действительно придется из какого-то хаоса создавать порядок. И сделать я не могу сказать, что это будет просто. И тогда помните, скорее всего, порядок вы будете устанавливать где-то в течение 6-8 месяцев. И в последующем, где-то ближе к августу-сентябрю, вот там будет уже больше спокойствия и уверенности. Вот так начинается год. Я не утверждаю, мои дорогие тельцы, безусловно, это только лишь карты. Но все то, что вам выпало, как раз об этом. Перемены, совет, еще один старший аркан. Вы знаете, у вас удивительный расклад. У вас 2 солнца. А началось у нас с карты крысы. Вот проанализируйте все то, что мы с вами сейчас достали, или то, что выпрыгнуло само, то есть о чем подумать, это правда. То есть мы видим в каком-то одном контексте ключе. Или нам кажется, что нас готовы предать, нам готовы подставить какую-то подножку. Мы, может быть, недавно столкнулись с тем, что совершенно как-то не укладывается в наше понимание. Или это отношения, или внешние какие-то события. А тем не менее, тельцы, словно высшие силы, даже я не могу сказать, в какой конкретно сфере жизни, потому что у вас столько старших арканов. Так вот, высшие силы для вас открывают путь к солнцу, к исполнению мечты, к процветанию, изобилию, счастью. Переложите на составляющую вашей жизни выпавшие карты, а я вам искренне желаю, мои любимые тельцы, будьте счастливы, будьте любимы всегда.